Всем привет, друзья! Дима Даниэль, Скалска, Болгария, 6 апреля, 23 год. Весна, друзья, на улице холодно, на улице, ребята, холодно. И ощущается температура, если написано плюс 6, значит это не плюс 6, а это плюс 3. Ну, мы с этим знакомы. Влажность, есть небольшая влажность, в общем-то сидим, греемся, нет смысла чего-то сейчас на улице делать, работать, особо гулять, потому что, ребятки, такие дни, ну, не все, как говорится, скоту масленица. Потому что придут еще теплые дни, ожидается сегодня 11, чувствуется как 9, ночью 1, минус 1, 0, нормально, в доме тепло, все в порядке, все комфортно. В общем-то, все идет по плану. Друзья, болгарский язык. Очень важная тема – это болгарский язык. Если мы живем в Болгарии, значит, хочешь или не хочешь, язык надо как-то изучать. И если вы думаете, друзья, что вы обойдетесь без языка в Болгарии, то скажу вам, что обойтись-то, конечно, можно. Но сложности будут. Почему? Потому что я сам лично думал, что болгарский язык, он похож на русский, это кириллица, это все замечательно, все написано по-русски, буду все понимать. Никак нет. В тот момент, когда мы с самого начала пошли в банк открывать счет, ребята, если бы не наш адвокат, который шел с нами, ну ничего не понятно. Просто. Вот мы сидим с клерком, мы хотим открыть счет. Ребят, не понимаю. Я был в шоке, я был, так сказать, понял, что я не прав. Потому что такого, похожие языки, да, есть много, конечно, есть много похожих слов. С украинским, если сравнить, ну, может быть, более чего-то близко, но, опять же, язык, с одной стороны, легкий, с другой стороны, непростой, и читать надписи проще, чем разговаривать и понимать друг друга. Поэтому нужно учить. Мне уже после 9 месяцев намного проще, потому что я стараюсь везде говорить по-болгарски. Даже если со мной начинают говорить по-русски, я все равно стараюсь говорить по-болгарски, и людям это приятно. Ну, ребят, ассимиляция в другой стране – это язык, это важно. Если вы думаете, пройдет, не пройдет. Ну, как-то нужно. И очень интересная тема по поводу, я сейчас не буду говорить, будем как изучать уроки. Давайте поговорим про некоторые слова и выражения. Про болгарский язык, которые немножко казусные и достаточно интересные. Друзья, ну, вы же знаете, что единственное в болгарском языке, когда делают вот так, это да. А когда делают вот так, кивают, это нет, ребята, я до сих пор не могу перестроиться. Вот я это прекрасно понимаю, но перестроиться не могу. Когда у меня что-то спрашивают, и я хочу сказать, да, я киваю. Это, мы израильтяне, мы эмоциональные люди, мы руками машем, мы качаем головой. Я в 9 месяцев, трудно перестроиться, я должен сначала где-то полсекунды подумать, а потом на слово «да» сделать головой вот такой жест. Поэтому в Болгарии «да». Это вот так, а нет, это вот так. Теперь, давайте поговорим про некоторые слова, которые лучше не употреблять в Болгарии. Для нас это нормально, но для болгар это может показаться оскорблением. Самое простое. Курица. Курица-птица. Выходцы из России, очень многие, там, особенно это сленг Петербурга, говорят куры. Они говорят кури. Там котлеты, мясо из куры. Ребят, никогда в Болгарии не говорите слово куры. Потому что кур это неправильно. Я не буду переводить. Это такой какой-то орган. Поэтому, если вы хотите сказать курица, скажите курица. И вас все поймут. Раз. Друзья, в Болгарии мы привыкли в Израиле говорить мангал. Мы жарим на мангале. Не надо в Болгарии говорить слово «мангал». Почему? Потому что мангал – это сленговое оскорбление цыган. Если хочет сказать «а вон идет цыган», могут сказать «а вон идет мангал». Поэтому, друзья мои, скажите лучше барбекю, скажите лучше решетка. Не надо говорить мангал. Теперь, а вы знаете, что в Болгарии стол – это стул,
Боб – это фасоль, а сос – это соус. Вот вы знаете, сос укорочено, проглатывание буквы. Значит, сос, соус. Что еще? А как называется пылесос по-болгарски? Из чего делается слово пылесос? Пылесос из слова пыль. Правильно? А пыль по-болгарски это прах. Ну, логично, да? Это вот так посмотреть. Прах это пыль. А как называется пылесос? Прахосмукачка. Прахосмукачка. Интересно, прикольно, но надо знать. Зеркало, друзья. Зеркало это оглядало. Ну, логично. Опять же, мы находим что-то похожее. Оглядало. Осмотреться, оглядеться. Друзья, а как называются по-болгарски шторы? Друзья, шторы это пердета. Пердета, шторы. Так. Гора. Гора это лес. Стол. Стол это стул. Клубника. А клубника это ягода. Ну, логика. Замечательно. Клубника это ягода. Поэтому, если вы хотите сказать, купить клубнику, скажите, дайте мне ягоду. Прекрасно. А что, если я скажу слово бухал? Что такое бухал? Бухал это пил, сленг. А по-болгарски бухал это сова. Друзья, а как попкорн? А попкорн пуканка. Почему? Не знаю, но пуканка. Теперь, есть такие некие еще выражения, которые вообще, вот смотрите. Как по-болгарски невеста? А кто ответит? Болгары ответят. Невеста это булка. Булка. И не дай вам Бог сказать в каком-то окружении, просто спросить, дай мне булку у болгарина. Нельзя говорить, дай мне булку. Это оскорбление. И в истории Болгарии, извините, я думаю, что я не ошибусь, мне даже рассказывали такую историю, что это было на самом деле во время, когда русские освобождали Болгарию, какой-то казак в каком-то месте болгарском зашел в какое-то место и потребовал булку. Ребят, ему отрезали голову, потому что его не поняли, что значит «дай мне невесту». Поэтому «дай булку» не говорят. Булка – это невеста. А как по-болгарски «мама»? А по-болгарски «мама» – это «майка». Недавно у одного человека зазвонил телефон, я случайно смотрю, у него написано «майка». Я не понимал, потом я тут, он «мама». Поэтому нельзя говорить «снять майку». Вы понимаете, что такое снять? Для чего? Снять майку, вот я взял и снял майку. А если болгарину сказать «сними майку», ну, ребят, неправильно. Это вот такие, знаете, вещи, которые... Об этом можно везде почитать, это интересно. Ну, вы понимаете, когда болгарин вам говорит направо, это значит, вы идите прямо. Ребят, я сначала много чего не понимал. Сейчас я это все знаю и рассказываю, делюсь с вами. Так что... В общем-то, очень интересная тема, те слова болгарского языка, это все можно прочитать, но интересно. Что еще? Счет. А счет достаточно простой, он очень похож на русский. 1, 1, 8, 8, 3, 3, 4, 4. Легко запомнить счет, начинаете изучать болгарский язык со счета. И все будет замечательно. Что еще? Что я могу порекомендовать? Просто лучше разговаривайте, не бойтесь, спрашивайте у людей. В Болгарии не нужен русский язык. Иврит тоже в Болгарии не нужен, ребят. Ассимиляция в любой нормально, в любой стране начинается проходить с изучения языка той страны, куда вы приехали. Ну... Сейчас, к примеру, после 33 лет в Израиле, у меня очень большая проблема, что в Израиле со всеми говорю по-русски, и, соответственно, я потерял язык, я потерял иврит, и, мне, так сказать, немножко стыдновато говорить, что за 33 года в Израиле я не говорю правильно на иврите, потому что среда обитания вот такая, здесь по-русски, в магазине, да и везде в Израиле понимают по-русски. Вот. В Болгарии, в принципе, то же самое. Но вот сегодня я пошел там оплачивать винетку в магазине. И
сидела женщина, она понимает, что я чужестранец, что мой язык русский, и я что-то ей говорю по-болгарски, она говорит: о, ты молодец, у тебя очень хороший акцент, у тебя практически нет акцента. Я говорю: ну конечно, ну надо учить. И она была очень довольна, и было очень приятно, когда она мне говорила по-русски, а я ей отвечал по-болгарски. Ребята, болгарский язык, интересные слова. Пишите в комментариях, кто знает какие-то интересные слова, всем будет это интересно. Особенно мои дорогие друзья болгары. Поправляйте. Друзья, кстати, всех израильтян и всех евреев я поздравляю с праздником Песах. И желаю всем Песах кашер весамеах, это я сказал на иврите, на русском кошерного и веселого Песаха всем евреям в мире и всем, кто празднует этот праздник. Хубавден, Хаг Песах кашер весамеах, and have you a nice day, my friends. Ciao, ciao. Happy Passover. Bye-bye.